Стамбул– уникальный город, объединяющий Европу и Азию, Восток и Запад, древность и современность. Это место, где Восточный базар соседствует с модными бутиками, а исторические мечети стоят рядом с шумными кофейнями и греческими церквями. Но как и в любом большом мегаполисе, у туристов здесь могут возникнуть свои сложности. И чтобы твоя поездка прошла идеально и ты смог полюбить это место с первого раза, в этом видео я расскажу тебе топ-20 вещей, которые лучше не делать в Стамбуле. Если вы не хотите попасть в неловкие ситуации, переплатить втридорога или просто испортить себе отдых, обязательно досматривайте это видео до конца и оставляйте свои комментарии. Ну что, поехали? Пункт номер 1. Не доверяй уличным доброжелателям. Привет, друг! Откуда ты? Хочешь увидеть настоящий Стамбул? Если ты слышишь такую фразу, стоит насторожиться. Есть 3 классических типа доброжелателей. Первый. Приглашение в супербар. Тебе покажут секретный бар или ресторан, а потом принесут счет на $500. Второе. Помощь с направлением. Тебе помогут дойти до нужного места, а потом попросят деньги за услугу. Третье. Дружеский разговор. Мужчина, притворяющийся туристом или местным, начнет беседу, а потом каким-то чудом ты окажешься в сувенирной лавке его брата. Не стесняйтесь отказывать в приглашениях зайти, попробовать или просто посмотреть. Не берите в руки никакие товары, которые вам предлагают на улице. И не поднимайте упавшие щетки у чистильщиков обуви. Если тебе слишком настойчиво что-то предлагают, вежливо отказывайся и просто уходи. Не следуй за незнакомцами, особенно в ночное время. В общем, если незнакомец слишком дружелюбен без причины, держись настороже. Не используй такси без надобности. Думаю, вы наслышаны о турецких таксистах, а если нет, то в турецком такси могут случаться вещи пострашнее пробок. Например, завышенные тарифы. Некоторые водители могут забыть включить счетчик и назвать вам сумму с потолка или сказать, что сумма на счетчике в долларах или евро. Круговые маршруты. Если водитель понимает, что вы турист, он с радостью покатает вас по живописному пути, чтобы счетчик накрутил побольше. Отслеживайте свой маршрут на любом навигаторе. Отказ в поездке. Некоторые таксисты просто отказываются ехать, если им не нравится ваш маршрут. Частенько могут высадить посреди пути из-за пробок или личных дел. Какие же есть альтернативы? Конечно, общественный транспорт. В Стамбуле он развит отлично. Большой выбор и частые интервалы. Если же такси неизбежно, то заказывайте такси через приложение BeeTaxi или Uber. Работают намного честнее, чем пойманное на улице такси. На всякий случай делайте фото счетчика перед высадкой на месте прибытия, чтобы, если что, вы могли обратиться в поддержку. Если уж пришлось взять такси, проверяйте, включен ли счетчик, и следите за маршрутом в Google Maps. Не арендуйте байки и велосипеды вне специальных парков, либо набережных. Идея взять в аренду велосипед и прокатиться по улицам Стамбула может показаться классной, пока ты не увидишь движения в этом городе и подъемы под 45 градусов за каждым углом. В туристических местах нет нормальных велодорожек, движение машин напоминает просто апокалипсис, где абсолютно нет места для вас, вашего велосипеда. Лично я советую взять велосипед в аренду на территориях Мальтепе парка или набережной в районе Бостанжи или Кадыкёй. Также велосипед будет отличной идеей на Принцевых островах, ведь там практически нет машин и прогулка будет напоминать поездку в деревню к бабушке. Не покупайте без торга. Если ты оказался на Гранд-базаре или в любом другом традиционном турецком рынке и не поторговался, считай, проиграл и купил невыгодно. Турки отлично определяют своих от ябанжи, и поэтому на ваши how much они ответят сразу же туристической ценой. Поэтому не стесняйтесь торговаться и сбивать цену. В некоторых точках оплата наличкой даже дешевле, чем картой. Как же лучше торговаться? Делайте вид, что уходите, работает безотказно. Продавец тут же предложит скидку. Торгуйтесь с улыбкой. Если начать торговаться слишком жестко, можно испортить впечатление. Торговаться можно на рынках, в сувенирных лавках и даже в некоторых магазинах с одеждой. Но вот в супермаркетах или торговых центрах это уже не работает. Не путайте турков с арабами. Это одна из самых частых ошибок туристов. Да, Турция мусульманская страна, но она не арабская. У турков другой язык, культура, кухня, традиции и даже внешний вид. Начну с того, что, пожалуйста, никаких хабиби в Турции. Это абсолютно здесь неуместно и даже оскорбительно. Турция уже давно светская страна, и каждый здесь вправе выбирать, как одеваться и выглядеть в обществе. Не думайте, что абсолютно все здесь ходят в паранже или покрывают голову. Да и вообще, паранджа – атрибут арабских стран, нежели Турции.
И если вы видите женщину, полностью покрытую в черное одеяние, скорее всего, это не коренная жительница Турции. Поэтому, приезжая на отдых в Стамбул, не нужно переживать за обтягивающие платья или непокрытую голову. Не питайтесь в туристических местах, ресторанах или кафе. Чтобы не попасться на что-то из плохой еды или из очень высокого ценника, я рекомендую присмотреться, куда заходят местные. Чаще всего в туристических местах есть столовые, там отличные цены, там очень вкусная еда, потому что готовят местные для местных. Поэтому избегайте всяких заманчивых кафе, где вас прям меню вам пихают. Вот, возьми, посмотри наши цены, у нас все есть. И паста, и пицца, и устрицы, все меню мира. Особенно это касается рыбных ресторанов под Галатским мостом. Туристические улицы – это ловушки. Почему не стоит там есть? Цены там выше в 2, а то и 3 раза. Качество еды хуже. Часто это просто рассчитано на поток туристов. Навязчивые официанты могут уговаривать зайти, обещая самый вкусный кебаб в мире. Где же питаться? Выбирай места, где едят местные. Если в ресторане полно турок, значит там вкусно и цены нормальные. Ищи заведения в 2-3 кварталах от главных улиц. Там цены уже значительно ниже, либо обрати внимание на популярные сети кафе. Например, Tavuk Dünyası, Happy Moons, Günaydın, Mado, Beltur и другие популярные сети питания. Обязательно смотри отзывы перед входом. Просите меню с ценами, чтобы не быть обманутым. В Турции даже есть закон, обязывающий общепит выставлять меню перед входом с указанием цен, чтобы избежать обмана туристов. Но не все это соблюдают. Лучше уж поесть в аутентичном месте с настоящими турецкими блюдами, чем переплачивать за туристическую замануху. Я бы вообще советовала отправиться в район Кадыкёй, там огромное количество вкусной уличной и не только еды. Пункт номер 7. Не стоим на левой части эскалатора. Я понимаю, что многие могут знать это правило, допустим, города, где есть метро, но если вы приехали из города, где нет метро, левая часть предназначена для тех, кто торопится, кто хочет пройти, а не стоять на эскалаторе. Это им очередь в правую часть, левая для тех, кто будет подниматься. Поэтому если вы с мужем, женой, с детьми, обязательно их сдвигаем на правую часть и не мешаем людям спешить на работу и по своим очень важным делам. У тебя важные дела? Сейчас? Да. Да, у меня очень важное. Можете отойти, пожалуйста? Я ваша Жинка. Жинка, можете отойти, пожалуйста? Нет, сегодня 14 февраля. Всех с праздничком, кстати. Не начинайте свой день поздно, особенно в сезон. Если ты любишь поспать и выходишь гулять ближе к полудню, готовься к толпам туристов, очередям и переполненному транспорту. Утром нет толп туристов, особенно в популярных местах вроде Айя Софии или Долмабахче. Утром намного проще купить билеты во все достопримечательности и изучать их в более-менее безлюдное время. Днем жара. Летом в Стамбуле может быть очень жарко, так что лучше гулять с утра. А дневную жару переждать в местных кофейнях с айс-латтем или лимонадом или вдоль Босфора с прохладным бризом. Оптимальное время для прогулок с 8 до 11 утра. В это время ты избежишь толп и жары, а еще сможешь увидеть город таким, каким его знают местные. Не стоит арендовать машину, если вы планируете осматривать только город. Знаю, что во многих странах это отличное решение, чтобы изучить город и окрестности, но Стамбул не входит в список этих городов. В городе трафик круглые сутки. Большое количество односторонних улиц с защитой в виде шипов, подъемы и спуски, непредсказуемое поведение на дороге от местных, также отсутствие парковок. Все это не даст вам не то, что расслабиться и насладиться городом, а еще больше ведет в стресс. Поэтому, если в ваши планы входят только популярные достопримечательности, аренда авто не ваш вариант. Лучше используйте общественный транспорт. Метро, трамваи, паромы, фуникулеры. Это дешевле, быстрее и спокойнее. Не носим с собой большие суммы денег. Стамбул в целом безопасный город, но карманники не дремлют. Особенно в людных местах, где нужно быть осторожнее. В трамваях, метро, автобусах, особенно в часы пик с толпами пассажиров. В туристических районах Гранд-Базар, Айя София, Галатский мост, ночных клубах и барах. Там легко могут развести на деньги. Как вы можете защитить свои деньги? Носите только нужную сумму, остальное можно держать на карте. Не храните кошелек в заднем кармане. Это самая легкая добыча для воров. Будьте внимательны в толпе, особенно если кто-то случайно толкнул вас. Карманники работают профессионально, так что лучше не давать им шансы. Не обращайтесь плохо с уличными животными.
Как бы банально это ни звучало, но не стоит даже прогонять кошек из кафе или магазина. В Стамбуле уличные кошки и собаки – настоящие местные жители города. Они живут на улицах, и все их кормят, гладят и любят. Если ты вдруг начнешь выгонять кота из кафе и проявлять агрессию к собаке, местные осуждающие посмотрят на тебя. Ведь чтобы вывести собаку или кота из кафе, они не используют ругательные методы. Они наложат немного еды в мисочку и отнесут подальше на улице, чтобы угостить уличного гостя. Кошки здесь настоящие хозяева. Их можно встретить в мечетях, магазинах, ресторанах, причем в самых необычных местах. Им обустраивают домики, а иногда даже целые общежития для комфортной жизни. Кормят, приносят чистую воду и постоянно гладят. Стамбульские собаки толстые, добрые и ухоженные. У них есть чипы, их стерилизуют и подкармливают. Чаще всего они абсолютно безвредные и не агрессивные. Некоторые из них из-за лишнего веса даже не могут почесать свой бочок или перевернуться со спины на ноги. Не забывайте купить пару пакетиков корма и по пути своих прогулок подкармливать уличных животных. Они будут вам очень благодарны. Не плати иностранной валютой в кафе, ресторанах, либо магазинах. Используй лиры. В Турции нужно быть начеку, потому что обмануть туриста – это в порядке вещей. Конечно, многие заведения примут вашу иностранную валюту, но курс, по которому вам посчитают, я думаю, вы сами понимаете. В меню не должно быть цен в долларах или евро, только в турецких лирах. Чтобы быть полностью подкованным, меню заранее лучше сфотографировать, дабы не быть обманут. Учтите, есть рестораны, где нужно оплачивать обслуживание и стандартный набор по типу вода, хлеб, закуски. Уточняйте это заранее. Не откладывай покупки на воскресенье. Воскресенье точно не лучший день для шопинга в Турции, особенно медицинского. Аптеки по воскресеньям не работают, поэтому закупиться качественными лекарствами лучше заранее. Многие мастерские и местные магазинчики также не работают по воскресеньям. Тот же Гранд Базар тоже уходит на отдых. Так что, если ты отложил покупку турецких сладостей на последний день, а это воскресенье, будь готов бегать в поисках открытого магазина. Не обижайся на местных, которые спешат и мешают делать тебе красивые фоточки. Турки очень доброжелательный народ, но они немного устали, когда туристы мешают им идти по делам и обижаются на них. Если вы встали в центре узкой улицы, пытаясь сделать идеальный кадр для нельзяграмма, не расстраивайся, если тебя обходят с недовольным видом. Просто пойми, что для тебя путешествие – это 2 раза в год, а для них туристы здесь каждый божий день. Не забывай поблагодарить местных, когда они останавливаются, подождать, чтобы не мешать тебе. Они это ценят. Пункт номер 15. Не будь громким в общественных местах. В Турции, конечно, все любят повеселиться, но есть места, где шуметь не принято. Например, в транспорте. Плюс также не советую шуметь и громко разговаривать в метро, в мечетях, в каких-то таких общественных местах, потому что вы здесь как турист отдыхаете, а многие едут с работы на работу, у всех свои какие-то заботы. Поэтому, если вы едете в метро, не нужно там сильно как-то смеяться, шутить, громко разговаривать. Нужно тихонечко сесть, либо встать и просто ехать. Вот, уважать личное пространство местных жителей Стамбула. В кафе и ресторанах, особенно если это традиционное турецкое место, где люди отдыхают. В общем, если хочешь почувствовать себя комфортно, подстраивайся под атмосферу. А также не пьем алкоголь на улицах. Если вы решили устроить себе турецкий пикник с бутылочкой пива где-нибудь на берегу Босфора, осторожно. В Турции запрещено распитие алкоголя в общественных местах, и за это можно получить штраф. Особенно строго к этому относятся в более консервативных районах. Где же можно выпить? В ресторанах и барах проблем не будет. Дома или в отеле. Конечно, никто не запрещает. В закрытых зонах на частных пляжах. Если ты все-таки решил по-бунтарски выпить пиво в парке, будь готов к неодобрительным взглядам и возможному разговору с полицией. Не игнорируйте правила мечетей. Уважайте чужую религию. Мечети в Стамбуле – это не просто красивые здания и музеи, а священные места. Нельзя заходить в мечеть в обуви, у входа ее нужно снимать. Следующая ошибка, которую многие могут совершать, это неуважение чувств верующих. Вот видите, девушка, даже сейчас ее ругают, зашла с непокрытой головой. Голову нужно покрыть, обязательно покрыть плечи. В мечетях не фотографируют людей во время молитвы. Нельзя шуметь или разговаривать по телефону. Мужчинам также не разрешен вход в шортах в мечеть. Могут попросить надеть специальную юбку при входе. Лучше избежать посещения мечети в минуты молитв, чтобы не мешать верующим. Возьмите с собой шарф или палантин, чтобы при необходимости прикрыть голову. Если зашли во время молитвы, лучше просто подождать или вернуться попозже. Проявите уважение, и местные будут вам благодарны.
Не одеваемся слишком открыто в традиционные районы. В европейских районах Стамбула никто не посмотрит косо на короткие шорты или топ, но в более консервативных районах это может вызвать реакцию. Если не любите излишнее внимание или не хотите неприятного контакта, в консервативные районы одеваться лучше более закрыто. Лучше избежать мини-юбок и шорт, а также глубоких декольте. В остальном проблем не будет, здесь стоит одеваться скромнее. Фатих – один из самых религиозных районов. Фенер и Балат – исторические районы, где живут более традиционные семьи. Рынки и местные кварталы, где мало туристов. В туристических местах можно носить что угодно, но если планируешь зайти в мечеть, лучше взять с собой накидку и одеться более скромнее и закрытие. Не пропускайте прогулки на пароме, вы многое потеряете. Если ты был в Стамбуле и ни разу не прокатился на пароме, ты не прочувствовал настоящий вайб Стамбула. Ведь прогулка на пароме – это лучший способ увидеть город. Виды с Босфора на город просто шикарные. Это дешево. Обычный городской паром стоит, как проезд в метро, примерно 30-50 лир в зависимости от направления. Это очень романтично, особенно вечером, когда зажигаются огни города. Кстати, если купить турецкий бублик симит, то можно сделать обалденные кадры с кормлением чаек с парома. Это очень увлекательно и затягивает надолго. Какие же маршруты лучше выбрать? Имениню Кадыкёй – самый популярный маршрут, плюс с Кадыкёй я советовала выше, чтобы попробовать вкусную уличную еду. Босфорские круизы. Можно взять тур и посмотреть Стамбул с воды. Не выбирайте слишком дорогие, ведь суть их всех одна – просто посмотреть на город с воды и попить чай. Принцевые острова – идеальный вариант для дневной поездки. Кстати, про острова я готовлю большое видео, чтобы вы могли понять, стоит туда ехать или нет. Так что не упусти шанс посмотреть на город с воды. Это одно из самых незабываемых впечатлений. Ну и завершающий пункт под номером 20. Не думайте, что все в Стамбуле говорят по-русски. Если вы привыкли отдыхать в Анталии или Аланье, где русская речь звучит на каждом углу, то в Стамбуле вас ждет сюрприз. Здесь русский знают единицы. Конечно, в туристических местах, на базарах или в отелях ты сможешь объясниться на русском, но вот выйди за пределы центра и все, придется объясняться на пальцах. Конечно, лучше хотя бы немного владеть английским, чтобы путешествие оставалось комфортным и навигация по городу была понятной. Кстати, здесь я могу порекомендовать своего учителя английского Краснову Елизавету. Я лично занимаюсь с ней уже 3-й год и чувствую себя невероятно уверенно в общении с иностранцами, либо местными. Это лучшее вложение в себя в эмиграции и не только. Чтобы избежать проблем, советую выучить пару фраз, чтобы понимать, что от вас хотят. А также установите Google переводчик, потому что иногда это единственный способ объясниться с местными. Ну что, друзья, вот 20 самых основных вещей, которые не нужно делать в Стамбуле, по моему мнению, чтобы получить максимум удовольствия от вашего путешествия и не попасть в неприятные ситуации. Также советую посмотреть мое видео про 5 бесплатных мест в Стамбуле, которые вам точно запомнятся и не встанут в копеечку в путешествии. Спасибо за просмотр этого ролика, а я побежала готовить для вас новые видео. Не забывайте подписываться и ставить мне лайки, ведь это очень важно для моего канала. Всем пока!